Всем привет! Батончик Марс входит в тройку самых популярных шоколадных батончиков мира. И сегодня я сделаю гигантскую его версию. Это один из самых сложных батончиков для увеличения, но я надеюсь, все получится. Первый этап: нужно изучить оригинал, достаем его из упаковки. Снаружи ничего особенного, просто шоколад с рельефом. Давайте разрежем и посмотрим на начинку. Внутри видим мягкую тягучую карамель, воздушную шоколадную нугу и, конечно же, молочный шоколад снаружи. Нужно попробовать. Это очень сладко и вкусно. Кстати, в карамели есть еле заметный ореховый привкус. Прочитав состав, выяснилось, что арахис и фундук входят в этот батончик. Отправляемся в магазин за продуктами для гигантского Марса. Первая наша остановка возле полки с сахаром, его нужно действительно много. Также нужен молочный шоколад. Большие пачки закончились, поэтому пришлось докупать маленькие. 2 упаковки какао. Ванилин. Сухое молоко. Пакет фундука и упаковка арахиса отправляются в тележку. Также нам нужны жирные сливки. 14 бутылок. Целых 2 коробки масла. И 5 бутылок с яичным белком. Все, мы наполнили тележку всем необходимым и можно отправляться на кассу. Выкладываем продукты на кассовую ленту. А с другой стороны собираем их в пакет. Суммарно на продукты мы потратили $500. Итак, начинаем приготовление гигантского батончика с шоколада. Высыпаем пакет с дропсами в гастроемкость. Добавляем еще один. И ставим на паровую баню. Выставляем средний нагрев и запускаем аппарат. Шоколад начинает растапливаться, поэтому периодически его нужно перемешивать, чтобы на дне он не перегревался. И так до тех пор, пока он весь не расплавится. Готово. Сейчас нам нужна специальная форма для гигантского батончика. Прокладываем дно и стенки идеально подходящими по размеру дощечками. И зажимаем крепление формы. Можно доставать гастроемкость с шоколадом и заливать на дно формы. Все, осталось распределить шоколад лопаткой, чтобы слой был везде одинаковой толщины. Готово. Теперь нужно сделать воздушную нугу. Специально для этого я купил вот такой гигантский планетарный миксер. Но прежде чем мы его используем, нужно сделать карамель. Для нее нужен кукурузный сироп. Вскрываем пакет сиропа прямо над кастрюлей. Он просто необходим для того, чтобы карамель была более стабильной и не начала сахариться. У нас все рассчитано, поэтому оставшийся объем сиропа добавляем маленькими ведрами. Теперь нужно очень много сахара. Высыпаем его в кастрюлю. Готово. Остается лишь залить воду. И перемешать, чтобы абсолютно весь сахар промок. После чего зажигаем нашу мега мощную конфорку. Кастрюлю накроем крышкой, чтобы быстрее закипела. 20 минут спустя карамель начала вариться, но до нужного состояния ей еще далеко. Чтобы не упустить момент готовности карамели, воспользуемся термометром и продолжаем варить. Спустя еще час мы достигли нужной температуры карамели. Можно выключать газ. А вот теперь нам нужны яичные белки. Выливаем 1,5 бутылки в чашу нашего гигантского миксера. Чтобы лучше взбивалось, добавим соль. Поднимаем чашу. Выдвигаем защиту и запускаем миксер. Через 3 минуты выключаем. Меняем скорость и продолжаем взбивать яичные белки. Наша цель получить вот такую пышную пену. Пришло время зачерпнуть нашу карамель половником.
и отправиться с ним к миксеру. Не останавливая взбивание, тонкой струйкой вливаем карамель в яичную пену. Белки равномерно сворачиваются и фиксируют пузырьки воздуха. Сироп настолько горячий, что сразу же происходит пастеризация. В нуге не выживают бактерии. Всего нужно влить 6 половников карамели. В конце концов получается полная чаша воздушной нуги. Можно выключать миксер. Классическая нуга готова. Но в Марсе она не классическая, в нее добавляют сухое молоко. Поэтому мы поступим точно так же. Так как суммарно будет 3 партии нуги, нужно распределить равномерное количество сухого молока по 3 мискам. Также в нугу из Марса входит какао-порошок. Открываем его и тоже высыпаем в миски. С помощью венчика нужно все это объединить. Готово. Опускаем чашу с нугой. Снимаем фиксаторы и переносим чашу на стол. Не забываем убрать венчик. Всыпаем порошок в нугу в несколько этапов, чтобы не нарушить ее пышность. И аккуратно вмешиваем большой лопаткой. Продолжаем постепенно подсыпать сухую смесь в нугу и замешивать. Все, первая партия нуги, как в Марсе, готова. Пока форма еще легкая, устанавливаем ее в морозилку. И заливаем первую партию нуги. Морозилку можно закрывать. Сейчас нужно сделать вторую партию нуги. Поэтому белки в чашу и можно снова запускать миксер. Точно так же повторяем этап с карамелью. Осталось только вмешать молочный какао-порошок. Готово! Вторая партия нуги отправляется в форму. Делаем последний, третий замес. И тоже заливаем. Дадим этому огромному объему застыть. Следующий этап – это мягкая карамель. Для нужного аромата используем орехи. Вскрываем упаковку и высыпаем фундук на противень. Сюда же арахис. Распределим и отправим все это в духовку, чтобы орехи обжарились и стали более ароматными. Буквально 15 минут и все готово. Орехи действительно стали пахнуть в 3 раза мощнее. Но в цельном виде они нам не нужны. Измельчим их в меланжере. Засыпать нужно постепенно, чтобы все сработало правильно. Тяжелые каменные ролики раздавливают орехи, постепенно превращая их в пасту. Нужно подождать всего полчаса. Ореховая паста готова. Сливаем ее в миску. Такого небольшого количества пасты хватит, чтобы придать карамели легкий ореховый аромат. Давайте ей и займемся. Технология точно такая же, как в прошлый раз. Сначала выливаем кукурузный сироп на дно кастрюли. Далее всыпаем сахар. И немного воды, чтобы намочить сахар. Зажигаем конфорку и просто ждем, пока карамель сварится. В этот раз пена более желтая, а карамель аж янтарного цвета, так как мы ее варили дольше, чем для нуги. Теперь берем кастрюлю поменьше и заливаем в нее жирные сливки. Продолжаем, пока бутылки не опустеют. Готово!
Сейчас сливки нужно подогреть, так как мы планируем влить их в горячую карамель, и если этого не сделать, то она очень резко вскипит. Они должны стать горячими. Вот теперь можно безопасно заливать их в карамель. И постепенно смешивать. На этом этапе карамель нужно еще раз подогреть. Сюда же добавим ореховую пасту. Довольно много соли, чтобы сбалансировать сладость. И, конечно же, очень много масла. Распечатываем его. И сбрасываем в кастрюлю. Должно уйти целых 2 ящика с маслом. Лопаткой вмешиваем его в карамель. Все, мягкая карамель для Марса готова. На всякий случай пройдемся погружным блендером, чтобы карамель точно была идеально гладкой. Готово. Можно снимать ее с плиты. И заливать в форму. Ждем, пока остынет. Наша задача не заморозить карамель, а просто охладить ее, чтобы она осталась мягкой. Достаем форму из морозилки. Отщелкиваем крепление. И раскрываем стенки формы. Теперь с помощью пульверизатора разбрызгиваем воду на внутренние стенки формы. И приклеиваем ацетатную пленку. Доски можно убирать. Видимо, зря мы залили карамель горячей, так как она подплавила нугу и немного смешалась с ней. Складываем стенки обратно. И фиксируем. Место, где были доски, должен занять шоколад. Но чтобы не вытек через щели снизу, обернем форму пленкой. Готово. Наконец-то переходим к шоколаду. И начнем создание рельефа. Для этого нам нужен кутер. Наполняем его шоколадными дропсами. Накрываем крышкой и включаем. Спустя 3 минуты получается шоколадная паста, с помощью которой мы лепим нужный нам рельеф. Мы сделали много элементов разной формы. Теперь берем их и выкладываем сверху на батончик. Для того, чтобы быстро растопить рекордное количество шоколада, нужна гигантская паровая баня. Наполняем ее водой. Сверху устанавливаем 3 гастроемкости. И наполняем их шоколадом. Все, можно включать нагрев. И постоянно помешивая, растапливаем весь молочный шоколад. Готово. Достаем гастроемкости из мармита. И в первую очередь заливаем стенки нашего гигантского Марса. Теперь мне нужен вот такой вибромассажер. Прикладываем его к стенке. С помощью вибраций он выгоняет все пузырьки воздуха, чтобы шоколад залился без пустот. Сверху доливаем остаток шоколада. И ждем, пока он застынет. Все, пленка больше не нужна.
Раскрываем форму. И отделяем листы ацетатной пленки. Также немного скруглим грани батончика с помощью ножей. И все, на этом наш гигантский Марс полностью готов. По-моему, он получился очень похож на оригинал. Вес нашего мега-батончика составляет 170 килограмм. На его приготовление мы потратили целых 4 дня. Единственное, что мне не нравится, так это трещины на шоколаде. Пришло время разрезать и посмотреть, что же там внутри. Все ясно, большая масса мягкой карамели давит на шоколад, а он просто не способен удержать такой вес. Сравнивая разрез с оригинальным батончиком, наш выглядит гораздо хуже, так как нету четкого разделения начинок. Чтобы попробовать все вместе, я отломал кусок шоколада и зачерпнул смешанную начинку. Удивительно, но сходство по вкусу с оригиналом 99%, практически один в один. Пока карамель окончательно не раздавила наш гигантский батончик, я разложил начинку по бумажным контейнерам. Сверху посыпал шоколадной крошкой и получил десерт Марс. Готовые десерты выставляем на стол и накрываем крышкой. Мы наполнили очень много контейнеров. Загрузили все это в багажник и отвезли нуждающимся детям. Ребята постарше самостоятельно все выгрузили. И раздали младшим. После чего они принялись есть наш десерт Марс. По всей видимости, вкус им понравился. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!